Всем привет, друзья! На сегодняшний день аккумуляторный инструмент практически по всем фронтам вытеснил сетевой. Однако вопросы все еще остались к садовой теме. И если триммеры показывают себя в целом неплохо, то к газонокосилкам остались вопросы. И прежде всего эти вопросы касаются длительности работы от батарей. Антирекорд у деволтовской косилки известный мне всего 19 минут при работе от двух 5-амперных батарей, что, согласитесь, мало. Давайте проверим, можно ли считать новую модель, уже самоходную, с передним приводом, полноценным инструментом, учитывая одну особенность. Теперь она комплектуется двумя 10-амперными аккумуляторами. Это не FlexVolt, это вот такой аккум на 10 ампер. Обычная 20-ка, ну или 18 вольт. Я обязательно проверю ее в работе, а пока несколько слов про саму косилку. Итак, прежде всего, это бесщеточная газонокосилка, работающая от двух 18-вольтовых или 20-вольтовых батарей, которая при этом еще и самоходная. Привод на передние колеса. Захват косилки, то есть размер захватываемого за раз прохода, я нигде не нашел, поэтому измерил сам. По ножу 54 сантиметра. Это вполне неплохо. Косилка имеет 6 регулировок по высоте, и они разделены на две оси. Производитель указывает это как преимущество, я же думаю, что центральная регулировка одним рычагом все же лучше. Высота регулируется от 4 до 10 сантиметров. Защита и управление реализованы предельно просто. Случайное нажатие исключается. Безопасность дополнена специальным ключом, без которого косилка не включится. Его полезно достать, если вы, например, ковыряетесь где-нибудь в районе ножа косилки или чистите ее от травы. Материал рукояти какой-то вспененный, достаточно приятный на ощупь материал. Что касается травосборника, прочный и большой, вставкой снизу, которая препятствует протиранию. Заглянув под косилку, мы видим, что работает она по принципу прямого привода от двигателя. Тут все просто и надежно, но что же достаточно интересной формы. Колеса резиновые, особо агрессивным этот протектор не назовешь, подшипника нет, но это норм для тележек этого класса. Косилка умеет и мульчирование, и боковой выброс. Вот такая штука идет в комплекте, если вы не желаете собирать траву в мешок. В целом, визуальный дизайн косилки мне нравится. Тут все по канонам желто-черных. Хороша. Итак, у нас есть вот такой заросший участок. И я посмотрю, как эта косилка с ним справится. Вот. Так он выглядит. Вот тут основные заросли. Подниму подвеску максимально и сейчас проверим. Вообще я привык к тому, что у бензиновых косилок привод идет на задние колеса. В данном случае он на передние. Удобство в том, что мне просто ее разворачивать, потому что колеса свободны от привода и не встречают никакого сопротивления при развороте. Поэтому минусом пока я это назвать не могу. Поехали! Для начала я подниму косилку на максимальную высоту, потому что там действительно заросли. Гляньте на это и скажите, есть ли у вас какие-то вопросы к мощности хотя бы на первый взгляд. Сегодня, монтируя ролик, я обратил внимание на достаточное количество негативных отзывов на эту косилку. В основном эти отзывы касаются того, что косилка останавливается при какой-то тяжелой работе. Я хочу сказать, что дальше вы увидите, как жестко я работал с этой косилкой и в какие дебри я на ней заезжал. Обратите на это внимание и согласитесь, что подобным образом с косилками не работают. Сначала такую траву положено косить триммером. Если делать все правильно, проблем с косилкой не будет. Также я видел еще один отзыв про то, что якобы при работе нож этой косилки сильно страдает от обычной травы. Это тоже не так. Я попадал на корни, попадал на ветки, поднимал достаточно толстые сучья этой косилкой, и нож при этом остался в норме, получил лишь несколько незначительных заминов, которые при желании можно очень просто поправить. Какой промежуточный вывод? Не всегда доверяйте отзывам. Вот сейчас, смотрите, я заезжаю в совершенно негазонную траву, заросли и земляничник, не выключив привод на колеса. Все, остановилось.
А сейчас я приподниму косилку, дам ножу раскрутиться и выключу привод, высвободив еще немного мощности для косилки. И как видите, она справится даже с такими зарослями. Не спешим, выключим привод. Понятно, такая трава никогда не косится подобной косилкой, но мы попробуем. Как видите, справляется. Ну какие вопросы тут могут быть к мощности? В целом, учитывая, что это не бензиновая косилка и какую траву я и косил, по сути это заросли. В принципе нормально. 2 остановки по перегрузке, но там я действительно толкал прям самую зелень. Вообще, если не включаем привод, а толкаем ее потихоньку, то она справляется. В принципе, я ожидал худшего, если честно. Ну а дальше меня ожидал монотонный, благодатный физический труд. Отличное время подумать о чем-то своем и привести мысли в порядок. Оп, снова по перегрузке. Снова остановилась по перегрузке, когда я просто в самую гущу ее закинул. Но это с приводом. Сейчас попробую сделать это без привода. А что, не включается? Вот тут я немного запереживал. Не включается. Похоже, перегрев. Или забилось. Достанем ключ на всякий случай. Тут у меня немного отлегло, когда я увидел, как сильно забилась трава между ножом и корпусом косилки. Да, застряла трава вот здесь. Недостаточно было оборотов, видимо, и это произошло. Попробуем без привода. Ну и пока я пробую без привода, хочу обратить внимание на то, что косилка интересно устроена. На холостых она не развивает максимальные обороты и тем самым экономит энергию, запасенную в аккумуляторах. Если же она чувствует нагрузку, то прям чувствуется, как она выдает полную мощность, увеличивая обороты ножа. Да, без привода справилась с тем же самым. Видимо, мощность, уходящая на привод, позволяет раскрутиться ножу больше и не забиться вот при такой работе. Поэтому привод выключаем, если у нас действительно заросли. Благо это сделать просто. Вот эта клавиша отдельная на привод. Хочу сказать, что работать косилкой достаточно просто. Она в меру тяжелая. Когда надо, подключаешь привод, и это здорово выручает. Предполагаю, что когда участок будет ухоженным, привод можно вообще не выключать. Но пока так. Прошло примерно 40 минут. Оба аккумулятора высажены в ноль и достаточно горячие. То есть сразу на зарядку я их поставить не смогу. А, да, самое главное, забыл сказать. Косилки хватило в таком жестком режиме на 40 минут работы. Так как у меня есть еще одна пара аккумуляторов, мне не придется ждать, пока зарядится предыдущая, потому что она перегрета сейчас. Вот такие вот пленненькие зарядки идут в комплекте с этой косилкой. Понятно, что их недостаточно. Это всего лишь 1,5 ампер. 1,25. Смешно. 10 минут прошло, а аккумулятор все еще в перегреве, о чем говорит вот эта желтая лампочка. То есть с одной парой аккумов вряд ли вы сможете работать комфортно, если у вас есть какая-то тяжелая работа для этой косилки. Ну а пока аккумы заряжаются, смотрите, что у нас на коробке указано. Что она сделана в США, эта косилочка. Ну, на самом деле, без Global Materials, это, можно сказать, не в США. Что в комплекте это 2 десятки, 2 зарядки, вот эти вот 1,25. Что она работает максимум 60 минут. Да, я в это поверю. Если участок будет не такой, как у меня, то да, будет работать 60 минут, если он будет ухоженным. Дальше, то, что в линейке у нас более чем 200 продуктов под этот аккумулятор. То, что она самоходная. То, что идет 2 аккумулятора в комплекте. Ну, собственно. Ну и что ее можно вертикально хранить. Это, кстати, удобно, да. Она складывается и ставится вертикально. Особо нечего делать, пока заряжаются аккумы, поэтому несколько слов про то, насколько косилка была удобной при работе. Ручки вот эти вот вообще удобные на самом деле. Очень понравились. Это мягкий какой-то, как поролон. Ну, он был и на предыдущей модели.
Все органы защиты также достаточно удобными показались. Что могло бы быть удобнее, это какая-то прорезь в мешке для того, чтобы видеть, насколько он заполнен. Остается только догадываться, здесь особо ничего нет. Ну или на вес проверять. Вес тоже достаточно приятный в целом. Ну и, конечно, косилка тихая, не воняет бензином и шумит значительно меньше. Да, минус аккумуляторного инструмента в том, что приходится ждать зарядки аккумуляторов. Надо будет купить себе зарядку на 4 порта и на 8 ампер на каждый канал. Да, похоже, они будут заряжаться вечно с этими зарядками на 1.25. Ладно, пока они заряжаются, можно и отдохнуть. Продолжим. Еще из небольшого неудобства хочу заметить, что крышка не стоит, не защелкивается в крайнем положении. То есть вам нужно 2 руки, чтобы поставить аккумулятор. А как быть, если вы блогер? Ну, понимаете, сложно. И вот уже только вечером, когда наполовину зарядились оба комплекта моих батарей, я все же докашиваю участок. Да, основное неудобство аккумуляторной садовки – очень просто исправить мощной зарядкой и 2 комплектами батарей. И снова про мощность. Понадобилось хоть как-то почистить подход к каналу, и несмотря на заросли, ветки и перепады высот, косилка справилась. Я практически не пользовался приводом и немного приподнимал косилку, облегчая ей работу. Пользуйтесь с умом и без фанатизма, и все получится. Я закончил, стало немного получше, и что хочется сказать в качестве вывода. Если вы хотите эффективно пользоваться любым инструментом, не давите на него. Почувствуйте и привыкните к его возможностям и нормальному режиму работы, и старайтесь не выходить за его рамки. Это же касается и этой косилки, по сути очень даже неплохой. Не путайте ее с бензиновой, работайте с умом, и она принесет вам положительные эмоции. Мощность вполне достаточно, эргономика и управление отличные, не воняет, не шумит, занимает мало места и не требует особого обслуживания. Для личных нужд вполне подойдет. Надо помощнее и для коммерческого использования. Возможно, я покажу в последующих роликах модель с задним приводом и на аккумуляторах FlexVolt. Спасибо за интерес, подписывайтесь, не забывайте подписываться, ставьте лайки и всего вам доброго.